Так, сегодня я решила записать реакцию на видео Тары. На самом деле я несколько дней уже думала об этом. Ну, думаю, какой формат. Вот, наверное, этот формат будет лучше. Но перейдем к интервью Тары. Тара — это украинский парамедик. Ну, у нее медицинского образования нет. То есть парамедик — это санитарка по-нашему, да. То есть она исключительно вывозила людей, может быть, какие-то простейшие повязки накладывала. То есть это даже не медсестра, это просто волонтерка. Вот, ее имя Юлия Боевская, но позывной у нее, никнейм Кликуха Тайра. Вот. Слушаємо її історію. Я взяла автобус, забрала жінок, дітей, які були в підвалах госпіталя. Я планувала їх довести до Запоріжжя і була абсолютно певна, що буде як завжди, бо скільки разів волонтери вивозили цивільних, проблем ніколи не було. Ну, то есть она как волонтер, как гражданский человек, она была тогда в гражданской одежде, просто набила автобус с женщинами и детьми и поехала через линию разграничения, через линию, не огня, военных действий, да, между Россией и Украиной в Запорожье, из Мариуполя в Запорожье. Вот, соответственно, мы с вами представляем, что едет полный автобус женщин с детьми из Мариуполя в Запорожье. Никаких документов у нее официальных нет. У Тары она исключительно волонтерка, она в гражданской одежде. Зупиняли автобус, їхали далі. Але цього разу вони, певно, впізнали мене одразу, я думаю, що одразу. І нічого не пояснюючи, мене забрали. І допит перший стався вже за 3 дні. Тобто через 3 дні я опинилася в Донецьку. Почали вони з того, що я з Азову, що це злочин для них. Я не стала їм брехати, я не з Азову і ніколи в складі Азову не була. Я про це им постійно казала. То есть она им сказала, что она не военная, она не из Азова, и, соответственно, она гражданский человек, она не считается при этом военнопленной, потому что она не была взята на поле боя, и она не является военной. Соответственно, ее очень долго не меняли, потому что обмен происходит военно-пленными. Да. Мы дальше поймем, что она пленной не была, она просто считалась и проходила по обычной уголовке, да, то есть, я не удивлюсь, если на нее было заведено уголовное дело, какое мы с вами скоро узнаем. Вони намагались з мене це признання вичавити. Мене батьки вчили не брехати, я не брехала. Почему так настаивали россияне на том, что она из Азова? Потому что украинская сторона несколько раз подавала ее в списках на обмен. То есть у россиян не билось, да, то, что ее просят обменять как военнопленную, с другой стороны, она просто обычный гражданский человек. Далі почали, це вже коли вони, певно, що ту версію сплели, що я вбила батьків дітей. Там 2 сиріт було в тому автобусі. Цивільних, яких ви хотіли навпаки вивезти з Мариуполя в Запоріжжя? Під обстрілом, щоб вони вижили. Значит, здесь мы с вами слышим от самой Тайры, собственно, как уточнил журналист, что она вывозила детей без родителей и без документов на них, да, то есть у нее не было никаких документов о том, что она там мать или официальный представитель, или кто она вообще этим детям, да, при этом она их вывозила через линию боевых действий из Мариуполя в Запорожье. То есть в любой стране, при любом режиме, да, это киднеппинг. Да, то есть если вот я сейчас пойду, возьму каких-то детей, скажу, что им угрожает опасность, куда-то их повезу, без родителей, да, неважно, сироты они или не сироты, но я не их официальный представитель. У Тайры не было никаких документов на то, что она, эвакуирует кого-то, да, официально. Естественно, ее забрали просто как обычную уголовницу, которая похитила детей. Она не была военнопленной. Это чистая, простая, обычная уголовка. И сидела она в СИЗО, не в лагере для военнопленных, а в СИЗО, как уголовница. Слушаем дальше.
Постійно йде психологічний тиск, ну, окрім там інших способів дознання. Це найстрашніше, бо цей тиск не припиняється ніколи. Тобто тобі постійно намагаються промити мозок. Ми співали російський гімн мінімум 3 рази на день, іноді до 20. Ой, Портрет сейчас закрою окошко. В Москве очень жарко, поэтому окошечко открылось. Насчет того, что она пела гимн 3 раза в день минимум. Видимо, она гимн лучше знает, чем я, потому что я текст российского гимна сейчас не знаю на моей памяти, да, при моей жизни. Гимн менялся 3 раза. 3-й раз это же, 3-й гимн. Вот, я в школе учила гимн Советского Союза, это то, что я, ну, как-то с грехом пополам помню еще с детства, все. Поэтому очень было бы интересно спросить у Тайры хотя бы первую строчку, хотя бы первые 2 строчки, да, раз она учила, и она говорит, что она учила гимн каждый день, то наверняка она его выучила, если это так, да, если действительно ее заставляли слушать гимн, первые пару строк, пожалуйста. Вот. Вообще журналисты, ну, те интервью, которые я смотрела, они все, да, да, вот это вот все, что от них можно добиться. И, или это там нарезки какие-то, когда ты вообще не понимаешь, о чем человек говорил до, о чем он говорил после, какой был вопрос, и кто журналист, да. То есть качественных журналистских вот каких-то таких интервью и, ну, вот что-то такого более-менее острого, с одной стороны, с другой стороны, действительно не нарезанного на куски, да, а то, что действительно человек думает, и то, что он действительно говорит, и ты видишь, что это вот, ну, не манипуляции, их практически нет. Вот сколько идет у нас это, не война, вот, столько я это все и слышу. Путіна висів в камері, в кожній камері висів, і вони перевіряють. Якщо гімн не вивчений, вони б'ють. Если бьют, то есть если она не выучила гимн или не хотела его петь, ее били, побои сняты, то есть у нее есть справочка, ну ладно, независимых, это уж, конечно, я много хочу врачей, но хотя бы справочка с фотофиксацией того, что у нее были синяки, то есть были побои. Но бьют-то, ну, синячки должны быть. Если это журналист, это тоже не спрашивает, и она, соответственно, об этом тоже не рассказывает. Ця камера була 3 на 6 метрів, там одночасно знаходились 22 жінки. 22 женщины, 10, как она рассказывала, это я, видимо, рано остановила, там было кроватей двухъярусных. Ну вот у меня комната, она 3 на 5. Ну там было 3 на 6, ну, можно представить себе, да, здесь 10 кроватей, ну, с трудом вмещалась, но комната, в принципе, не маленькая. Насчет 22 человек, ну, я не думаю, что условия эти можно назвать пыточным, потому что это все-таки фильтрация, то есть там кто-то оставался долго, ну вот она говорит, что он долго оставался, кто-то быстро проходил. Но не знаю, в общем. Ну, верю, да, в это верю. Більше, ніж місяць, майже 2. Вони там знаходились, і було 10 цих нар двохповерхових. І їх стан був надзвичайно важкий. Раніше ви казали, що з вами в полоні була одна жінка вагітна на 7-му місяці. Я точно знаю, що вона є там, її ще не обміняли. І це є велика проблема, і ми мусимо її витягти, як і всіх інших. Ну, здесь я уже писала вся в Твиттере, что, ну, окей, беременная женщина там сидит, и, видимо, она сидит там так же, как и Тайра, не потому что она военнопленная, а потому что что-то, ну, как бы, вот, какая-то уголовка на ней или, ну, какие-то там, ну, что-то еще такое, да. То есть это не военнопленная женщина сидит беременная.
И, понимаете, вот сейчас перед журналистом сидит Тайра, которая, в принципе, ну, не всем нравится. Она такая не миленькая, не неприятная, особо так, да, вот, ну, как-то. И вообще, ну, не женственная такая, ну, то есть вот такая тетка. Другое дело, когда перед журналистом будет сидеть беременная женщина в 7-8 месяце беременности, которая будет, рыдая, рассказывать, как ей было плохо. Неважно, что было плохо, главное, было плохо. То есть такая эмоция у нее будет, да. И, ну, зачем российской стороне тогда этот обмен? Да? Если вот они потом в результате получат такие кадры и такой, ну, можно сказать, пиар негативный, да. Гораздо, ну, обменный фонд у россиян большой. И гораздо выгодней обменять какого-нибудь не очень приятного, не очень молоденького, не очень разговорчивого и человека, который не будет там хорошо складывать слова, вот, чем обменять беременную женщину. Да? То есть на самом деле вот такими вот рассказами люди делают не лучше тем женщинам и тем, как бы, в том числе и беременным, и тем, кто, ну, как бы, нуждается в помощи, там, инвалидам, еще кому-то, да, такому, кому в первую очередь нужен был бы обмен. Они им не делают лучше, да, потому что, ну, понятно, что на место Тайры посадить беременную, это надо быть, ну, совершенно без мозга. И я буду первая, если случится такой обмен, я буду первая, кто скажет, я же вам говорила, да, что вот сейчас это беременная женщина, которая жутко всем жалко, что она сейчас сядет и начнет рассказывать о том, как ей было плохо. Чи відповідає дійсності інформація, що на території так званої ДНР вам могла загрожувати страта? Так, мені висунути звинувачення по статті, ну, коротше, це розстрільна стаття, теж не можу коментувати, але це, це дуже смішно, як... Ну, насчет смертной казни в ДНР, как и в большинстве стран, практически во всех, ну, по крайней мере, цивилизованных странах, более-менее, к женщинам смертная казнь не применяется. То есть, ну, они не приговариваются к смертной казни. Ну, просто нет. Просто я читала там Уголовный кодекс или, ну, я не помню, что-то я читала, какой-то документ про смертную казнь, где написано, что к женщинам в ДНР смертная казнь не применяется. Нет. Ну, я не знаю, врет ли Тайра, или она искренне верит в то, что говорит, но просто она не знает, что к женщинам смертная казнь не применяется в ДНР. Ну, в общем, не применяется. Коли скажу, всі будуть довго сміятись. Тобто абсурдне абсолютно звинувачення. І в один день він не був насправді прекрасним. Відкрилась кормушка, і Вертухай сказав: Тайра з вещами на вихід. Мене посадили в машину, дуже обережно довели, з мішком на голові вивели. І коли ми вже від'їхали так нормальну відстань, я запитала, де ми їдемо. Мені сказали, тебе міняють. Все. Далі не можу розповідати. Я взяла... Ну вот, собственно, и все. Интервью Тайры. Если там что-то еще будет для меня интересного, я тоже с вами поделюсь, реакцию запишу.